Денис никогда не боялся темноты. Он был взрослым мужчиной, скептиком, который не верил в привидения и прочую чертовщину. Поэтому, когда он переехал в старый дом на окраине города, где никто не жил последние 10 лет, он не обращал внимания на жуткие рассказы местных жителей. Говорили, что по ночам кто-то стучит в окна. Но Денис лишь смеялся. Первая ночь прошла спокойно, но во вторую он проснулся посреди ночи от глухого тук-тук-тук в окно спальни. Дождя не было, ветра тоже. Он откинул одеяло и медленно подошел к окну. Во дворе никого, только старая яблоня качалась на слабом ночном ветру. «Наверное, ветка», — подумал он и лег обратно. Но когда он уже почти заснул, стук раздался снова. Тук-тук-тук. На этот раз громче. Он резко сел на кровати. Ветки деревьев не доставали до окна. Кто-то стучал изнутри. На следующее утро Денис осмотрел дом. Все было на месте, окна закрыты, двери заперты. Но чувство тревоги не уходило. Ночью он снова проснулся. Стук, но не в окно, в дверь. 3 четких удара. Он осторожно подошел и посмотрел в глазок. Темнота. Но ему показалось, что там кто-то стоит. И вдруг, кто-то постучал в глазок изнутри. На 3-ю ночь Денис решил не спать. Он сидел в кресле, сжимая нож, готовый ко всему. Но когда часы пробили 3 ночи, он услышал голос. «Денис, открой!» Шепот, тихий, протяжный. Он доносился из спальни. Но Денис сидел в гостиной. Он медленно повернул голову к темному дверному проему. Там кто-то стоял. Фигура, похожая на него. Она сделала шаг вперед, выходя в лунный свет. И Денис увидел свое лицо. Но у копии не было глаз. «Теперь я ты», — прошептала она. И свет погас.